Всем доброго утра, поскольку уже утро. И перед вами алтарь Фемиды. Я сейчас поправлю свечу. Вот и хорошо. Дорогие друзья, это удивительная богиня, просто удивительная богиня. Она одна из жен Зевса. Ее иногда называют и кармой, карающей матерью Вселенной. Она как, знаете, такой некий полицай, держит равновесие. Она сама справедливость, она месть. Ее сопровождает богиня мести, богиня возмездия. Называют ее свитой Фемиды. Некоторые называют ее дочерью Фемиды, Немезиду, богиню мести. Она держит некое равновесие во Вселенной. И я хочу немножко рассказать о ней. Энергия удивительная. Вот с помощью этой богини можно убрать из жизни людей, которые тебе мешают. Не физически, естественно, а они куда-то переезжают, куда-то уходят. В любом случае обращение к этой богине должно быть нечастым, но по делу. Сколько было у меня ритуалов, проведенных с ней, всегда какие-то особые курьезные случаи, такие, которые я не буду сейчас рассказывать, но бесследно не прошло. То есть это единственное божество, к которое я обращаюсь очень осторожно и нечасто. Перед вами богиня Фемида из серебра. Я рядом поставила серебристые атрибуты, поскольку они соответствуют ее статусу, но она сама из серебра. История покупки, приобретения этой статуи такова. В общем, я увидела ее в магазине, там таких необычных вещей, особых товаров. Решила приобрести, но мне как бы не очень понравилось то, что она маленькая. Я люблю как большие статуи. Однако через некоторое время она мне приснилась вот в таком серебристом платье. Я поехала в этот магазин. Приезжаю, а там совсем другая. Я ее показывала вам. Сейчас не буду к алтарю подносить. Бронзовую Фемиду. Дело в том, что не из-за цены, а просто потому, что та мне больше понравилась, она больше напоминает античную скульптуру. И я решила, что та мне как раз и подходит. Естественно, приобрела ее. На следующий день утром я собиралась по делам, и у меня случилось кое-что такое. Нет, во сне я увидела ее, опять же, мою серебряную Фемиду, которая отвернулась, обиженно и ушла. Но я не обратила на это внимания. На следующее утро мне кое-что случилось. Потом еще кое-что случилось. Это не проблема, не бедствие, но мне как бы кое-что показали, и я поняла, что она ужасно на меня обиделась. Я поняла, что мне нужно ее срочно приобрести, пока я не навлекла на себя гнев богини справедливости. А это очень ненужная вещь, скажу вам. Гнев богов может очень дорого обойтись человеку. Пока я туда ехала, мне таксист инородный измотал все нервные окончания, поскольку он не знал дороги. Значит, мне дорога обошлась и дорого, и с нервотрепкой. Одним словом, я добралась до нее и приобрела. И вот эти внезапно появившиеся проблемы прекратились. То есть я хочу сказать, что легкомысленно относиться к богам и к их силам. Некий товарищ написал, что боги уже забыты, и поэтому у них силы-то нету. Это вам так кажется. На самом деле для Вселенной тысячелетие – это один миг. И то, что 2 тысячелетия как бы мы забыли о богах тех языческих времен, это нам только кажется. Они про нас не забыли. Эти энергии существовали, существуют и будут существовать
вечно, и до нас, и после нас. К ним обращение вполне реально и дает свои плоды, как в одну сторону, так и в другую сторону. Так что имейте в виду, что боги живы, жилы и будут жить. Итак, приближу. Я решила поставить на штатив, потому что мне так удобнее просто с ней в данный момент общаться и делать ритуал. То, что я покажу, можно провести только практикам для людей, которые, например, замучились ходить по судам, отстаивать свое право, когда они правы. К Фемиде обращаться только в том случае, когда вы уверены в своей правоте. Если вы не уверены в своей правоте, к ней обращаться не стоит. Потому что она богиня справедливости. Она будет справедлива. Понимаете? И может быть, эта справедливость совсем вам будет невыгодна. Так что учтите, имейте в виду, если вы не уверены в том, что вы честную борьбу ведете, к ней не обращайтесь. Потому что она может повернуться к вашему врагу и помочь ему вместо вас. Лучше стелите красную ткань, поскольку она в какой-то мере и кровожадная богиня, поскольку она настаивает на справедливости, на истине. А значит, она и наказывает, и карает, и иногда обходится кровью. Да? Наказание человека, рода, народов. Итак, обращаться могут за этим ритуалом к Фемиде люди, которые не могут выиграть суды долго, а они не виноваты, скажем так. Справедливость должна быть на их стороне, по идее. Люди, которые очень много лет потратили на достижение своей цели, у них отнимают это дело, работу или идею. Люди, которые против воровства своих идей, своих работ, и они хотят справедливости. Люди, которые мучаются много лет, и они хотят уже хорошей, нормальной человеческой жизни. Люди, у которых бывшие мужья не дают покоя, преследуют. Люди, которых не справедливо чего-то лишили в жизни. В общем, люди, которые обращаются за справедливостью. Кроме того, этот ритуал ведьма может провести самой себе, если у нее есть желание обратить на себя внимание богини справедливости. Дело в том, что у ведьм такая интересная судьба. Мы до 30 лет живем просто адской жизнью. Нам устраивают жизнь такие испытания, такие трудности. И туда все входит, не буду сейчас перечислять. После 30 у нас начинается прибавляться сила, молниеносно и очень быстро. Сила, знания. Мы чувствуем более сильно, что мы действительно владеем нечто чем-то. То есть до 30, если мы постоянно в мыканье, в искании себя и пытаемся сами то уходить, то приходить в ремесло, понять, нужно ли нам это, отпустят ли или нет, в любом случае мы пытаемся от этого уйти. После 30 мы понимаем, что у нас выбора нет, смиряемся, начинаем усиливаться, начинаем усовершенствовать свое ремесло, свое дело, свое знание и прочее. После 33 постепенно ад начинает идти на спад, он начинает успокаиваться. После 36 мы понимаем, что мы уже властны над временем, над силами, над многим, и нам дали безграничную власть над врагами, друзьями и над самим собой. И после 40 мы понимаем, что ад закончился. Все, теперь мы можем жить. До 40 лет это нечеловеческие мучения, искания, испытания, трудности, от одного омута в другой пинают и прочее. И вот если у вас, в том числе практики, есть такие проблемы, трудности, вы чувствуете, что вам тяжело, очень тяжело справляться с теми трудностями, которые вам дает судьба, попросите ее помощи. Она смягчит удары, она справедлива, она увидит ваши муки. Данный ритуал называется «Отсудить у Вселенной свою долю богатства, благополучия, силы и прочее». Отсудить у Вселенной. Поскольку она мировая судья, вселенская судья, поскольку она за справедливость, то значит
Если вы считаете, что судьба вас обижает несправедливо, значит, обращайтесь к ней либо для себя напрямую, либо, если вы не практик, обратитесь к практику, попросите вам провести сей ритуал. Если он не побоится провести, если он сильный человек. Я, например, знаю, что мои ритуалы не все решаются провести. Есть очень опытные, сильные ведьмы уже в возрасте, которые боятся их трогать, вообще боятся трогать. Я это знаю 100%, поэтому вам говорю не понаслышке. И поэтому, если ваш знакомый, скажем так, человек силы, практикующий магию, не боится моих ритуалов, потому что они не всем по плечу и по силу, то, пожалуйста, пусть проведет. Это очень резко, быстро вам поможет. Фемида – это та богиня, которая, наверное, вот еще одна мной почитаемая богиня, но я к ней обращаюсь не за деньгами, а за помощью в решении проблем. Хотя, если за деньгами обратиться, она и денег даст. Если ты заслуживаешь, конечно. Просто разница в том, что с Фемидой, с ее энергией надо осторожно обращаться. Когда вы все время идете в суд, да, вы надоедаете этому судье, и в конце концов они хотят уже вам что-нибудь делать, чтобы вы туда не ходили. Вот примерно то же самое. Если постоянно ее дергать, трогать, она может наказать, чтобы вы от нее на некоторое время отстали. Но поскольку я к ней не так часто обращаюсь, сейчас имею право обратиться. Обратите внимание на этот ритуал. Вы прекрасно знаете, что мои ритуалы уникальны, рабочие, не буду на этом зацикливаться и как бы занимать ни ваше, ни свое время. Просто прислушайтесь, и вы поймете, о чем речь в этом ритуале. Она предпочитает красный цвет, серебристый цвет и белый, поэтому свеча белая, утварь или атрибуты серебристого цвета, ну и красная ткань. Желательно шелк. О великая богиня справедливости, будь справедлива ко мне, благослови мою просьбу. О всемогущая мать справедливости, опусти карающую руку, протяни руку милосердия мне. За все расплатилась сполна, болью и слезами. Я рассчиталась по долгам, но по закону святой справедливости Вселенная мне задолжала. Огромный долг за Вселенной. О ты, судья вселенская, справедливая и вечная, суди своим судом, и с помощью тебя хочу я отсудить у Вселенной свой долг. О судья вселенская, прикажи, укажи, отсуди мне мое и верни. О великая Фемида, за все свои страдания я требую справедливую плату со Вселенной. Отсуди мне, судья, то, что положено мне по праву, и верни. С помощью вселенского судьи, богини справедливости, я верну у Вселенной свое: деньги, славу, силу, богатство. Фемида мне в помощь. Она справедлива и даст то, что прошу. Заклято. Для того, чтобы почувствовать мощь и силу этого ритуала, нужно провести. Если вас ни за что обижает свекровь дома, если против вас ополчились ваши коллеги, если вас оклеветали, если хотят вас уволить, если хотят отобрать ваши деньги ни за что, если пытаются вам мешать жить, вот этот ритуал вам поможет. Если вы практик, проведите сами. Если не практик, попросите провести для вас человека силы. Сами вы не трогайте, потому что к богам не каждому дано и дозволено подходить, и тем более просить. Нужен посредник. Имейте в виду. Удачи вам.